Привет, друзья! Это Валерий Табаков, и вы на моем YouTube-канале. Сегодня мы копнем лозунг Дональда Трампа «Make America Great Again». Что он означает, к какому прошлому хочет вернуться 47-й президент США и какую цену заплатят американцы за это величие. Один из зрителей задал крутой вопрос. В греческой истории «великая» означало колонизированные территории, как в Мегалоидее. Здесь то же самое, или что-то другое. И что американцам придется за это заплатить? Я изучил речи Трампа, посты в соцсетях, данные его первой администрации и планы на вторую, начавшуюся в 2025 году. Мы разберем экономику, эмиграцию, внешнюю политику, ценности, энергетику, а также доллар и криптовалюту, которые прямо влияют на величие Америки. По каждому пункту я добавлю риски, опираясь на свежие анализы Moody's, CEPR и посты в соцсетях на сентябрь 2025 года. Плюс подробно поговорим об истории лозунга, кем и когда он использовался, включая Рейгана, Клинтона и других. Полный разбор для вас. Погнали. Друзья, лозунг «Make America Great Again» или MAGA – это не просто шляпы и плакаты. Это бренд, который Дональд Трамп сделал своим символом с 2016 года. Он зарегистрировал его как товарный знак. И этот призыв стал гимном для миллионов американцев. Но что именно Трамп хочет вернуть? В интервью New York Times в 2016 году он упомянул поворот века. Начало 20 века, эпоху промышленной революции и послевоенные 1940-50-е годы, когда США были на пике мощи после Второй мировой войны. Тогда Америка доминировала в производстве, строила небоскребы, а средний класс жил американской мечтой. Но вот в чем загвоздка. Для одних это золотой век, а для других время сегрегации, дискриминации и неравенства. Афроамериканцы, женщины, иммигранты тогда не видели этого величия. Так что MAGA – это не просто ностальгия, а спорный взгляд на историю. Лозунг не новый, его использовал Рональд Рейган в 1980 году «Let's make America great again», а также Билл Клинтон в 1992, но Трамп его сделал брендом, даже зарегистрировав как товарный знак. Разберем историю поподробнее, не сокращая. Лозунг «Make America Great Again» имеет долгую, биполярную историю в американской политике. Он возник в контексте экономических трудностей и призывов к патриотизму. Первый значимый случай – Рональд Рейган во время своей президентской кампании 1980 года. Используя экономический кризис, высокая инфляция, безработица, стагфляция как трамплин, Рейган использовал слоган «Let's make America great again», чтобы вызвать чувство патриотизма среди избирателей. В своей речи на съезде Республиканской партии в 1980 году он сказал: «Для тех, кто потерял надежду, мы вернем надежду и пригласим их в великий национальный крестовый поход, чтобы сделать Америку снова великой». Рейган и его напарник по кампании Джордж Буш использовали фразу на кнопках и плакатах в успешной кампании против Джимми Картера и Уолтера Мондейла. Это был призыв к восстановлению американской мечты через экономический рост, сильную оборону и оптимизм.
Рейган выиграл в подавляющем большинстве, получив 489 выборщиков. Рекорд для неинкумбента. Слоган отражал консервативные ценности. Малое правительство, сильная армия, индивидуальная ответственность и стал символом эпохи Рейгана, изменившей политику США. После Рейгана слоган использовался другими политиками. Например, Джордж Буш в 1980-х ассоциировался с ним через партнерство с Рейганом. Но следующий ключевой момент. Билл Клинтон в 1992 году. Во время своей успешной президентской кампании Клинтон неоднократно использовал фразу в речах: «Я верю, что вместе мы можем сделать Америку снова великой», в своей речи о выдвижении в 1991 году. Почти год спустя на митинге он призвал избирателей сделать Америку снова великой, экономически, образовательными и социальными методами. Клинтон использовал это в контексте модернизации экономики, свободной торговли и технологического роста, а также социальных реформ после Холодной войны. Хотя это не был официальный слоган, фраза подчеркивала инклюзивный, прогрессивный подход, фокус на равенстве, глобализации и оптимизме. Позже, в 2008 году, Клинтон использовал фразу в радиорекламе для кампании своей жены Хиллари Клинтон на праймерис. Интересно, что в 2016 году, во время кампании против Трампа, Билл Клинтон назвал версию Трампа «Дог Вислом», сигналом для белых южан, обещающим экономику 50-летней давности, но забыл о своем собственном использовании. Трамп начал формально использовать слоган 7 ноября 2012 года, на следующий день после переизбрания Барака Обамы, против Митта Ромни. В интервью Джонатаном Карлом в августе 2013 года он упомянул его. По словам Трампа, он сначала подумал «We will make America great», но оно не звучало. Затем «Make America Great». Но это подразумевало, что Америка никогда не была великой. 12 ноября 2012 года он подал заявку в USPTO на эксклюзивные права для политических целей, и оно было зарегистрировано 14 июля 2015 года. Трамп утверждал, что придумал фразу около года назад, 2014-2015, и что все теперь ее будут все использовать. Даже обвиняя Теда Круза в плагиате, он сказал: «Это была моя фраза, я придумал ее год назад, и все теперь ее любят». Трамп отметил, что не знал о версии Рейгана до 2015 года, но он не зарегистрировал ее. Для Трампа слоган означал рабочие места, границы, безопасность, закон и порядок, торговлю. Он стал поп-культурным феноменом с вариациями в искусстве, развлечениях и политике, и даже Super PAC Make America Great Again Incorporation. Критики описывают его как загруженный, представляющий американский эксцепционизм и романтизированное прошлое, исключающее определенные группы. Джон Оливер пародировал его как «Make Donald Trump Again». В 2017-2018 Трамп думал о Keep America Great для 2020 года, но продолжал использовать MAGA. В 2024 году слоган вернулся для второй кампании. Ранее, до Рейгана, похожие идеи были у Барри Голдуотера в
1964 году «Возврат к традиционным ценностям» и Герберта Гувера 1920-х «Процветание для всех». Но Рейган сделал его иконическим. Лозунг – это отражение американского эксцепционализма, но с разными интерпретациями. Рейган – оптимизм и консерватизм, Клинтон – инклюзия и модернизация, Трамп – национализм и America First. Теперь зритель спросил про греческую мегалиидею. Мой зритель – националистическую мечту 19-20 веков о Великой Греции, включавшей колонизированные земли вроде Малой Азии и Константинополя. После войны за независимость 1821-1830 годы греки пытались вернуть эти территории, но в 1919-1922 годах война с Турцией закончилась катастрофой в Смирне. Сотни тысяч погибших и изгнанных, потеря земель. Мегалиидея стала символом амбиций, обернувшихся трагедией. Мага не про колонии, а про внутреннее возрождение, экономическую мощь, сильные границы и традиционные ценности 1950-х. Но параллели есть. Как греки платили за национализм, американцы могут заплатить за изоляционизм и ностальгию. В соцсетях называют мага скриптом олигархов, где цена ложится на народ. Давайте разберем, что Трамп хочет вернуть и чем это всем остальным грозит. Первое. Экономика и рабочие места. Вернуть золотой век промышленности. Я, Валерий Табаков, считаю, что экономика – это сердце лозунга мага. Трамп часто говорит о 1950-х, когда Америка производила половину мирового ВВП. Заводы General Motors и Ford гудели, а безработица была ниже 3%. Его цель – вернуть рабочие места в США, особенно в ржавом поясе – Огайо, Мичиган, где заводы закрылись из-за глобализации и сделок вроде нафта. Что сделал Трамп и что обещает? В 2017-2021 годах он снизил налоги для корпораций с 35% до 21%, что по данным его администрации создало 7 миллионов рабочих мест до пандемии COVID-19. Он ввел тарифы на китайские товары, чтобы защитить американских производителей. В 2025 году уже во второй администрации Трамп обещает продлить налоговые льготы и ввести большой и прекрасный закон о снижении налогов. В постах в соцсетях он пишет: «Мы построим величайшую экономику в истории». Он хочет вернуть производство стали, авто и электроники в США, чтобы рабочие снова могли купить дом и машину на зарплату с завода. Каковы риски деятельности Трампа? По данным Moody's и ЦЕПР, на июнь 2025 года тарифы Трампа 10-25% на импорт из Канады, Мексики и Китая уже подняли цены на товары для американцев на 0,4-1,3% ВВП, что эквивалентно 1300-5000 долларов дополнительно на домохозяйство в год. Это привело к замедлению роста ВВП на 0,5-8%. По Penn Wharton Budget Model потеря 300 тысяч рабочих мест также привели такие меры из-за ответных мер и инфляции, которая может достигнуть 9,1% к 2028 году. Национальный долг США вырос на 7,8 триллионов долларов за его первый срок, а теперь дефицит к 2035 году может составить 9% ВВП из-за налоговых катс без компенсаций. Эксперты из Investopedia
предупреждают о рецессии, розничные продажи падают, строительство жилья на минимуме с 2020 года, а добавление всего 73 тысяч рабочих мест в июле 2025, ниже ожиданий. Плюс DOGE, Department of Government Efficiency, под руководством Маска, привело к увольнениям в агентствах, что усилило неопределенность и снизило инвестиции на 4,4% по Economic Policy Uncertainty Index. Критики указывают, что 1950 это не только экономический бум, но и эпоха, когда афроамериканцы и женщины почти не имели доступа к этим хлебным рабочим местам. Плюс глобализация делает возврат к 1950-м почти невозможным. Китай и Индия теперь конкуренты США. Риски и цена для американцев. Как греческая мегали-идея привела к потере земель, тарифы Трампа 10-25% на импорт уже замедлили рост ВВП на 0,5-1%. СЭПР, июнь 2025 год. Цены выросли на 0,4-1,3%, добавив $1300-5000 к расходам домохозяйств в год. Пользователь соцсети HQ Deport 1 жалуется. Компании поднимают цены, полки пустеют, рабочие платят за тарифы, инфляция может достичь 9,1% к 2028 году, по данным Peterson Institute, а долг, выросший на $7,8 триллиона в первый срок, идет к дефициту 9% ВВП к 2035 по Penn Wharton. Розничные продажи падают. Строительство жилья на минимуме с 2020 года, а в июле 2025 добавлено 73 тысячи рабочих мест, ниже ожиданий. Для американцев цена бедность среднего класса. Молодая американка на 2 минимальных зарплатах живет с 4 соседями, питаясь гранолой. Как греки потеряли Смирну, американцы рискуют доступными товарами и стабильностью. Я вижу здесь амбиции, но риски также есть. Вернуть заводы круто, но мир изменился. Сможет ли Трамп повторить экономику Эйзенхауэра без инфляции и долгов? Пишите в комментариях, что думаете. Второй момент. Иммиграция, границы и безопасная Америка. Лично я вижу, что иммиграция – одна из самых горячих тем МАГА. Трамп говорит о безопасной Америке до 1960-70-х, когда иммиграция была ограничена квотами, а границы под контролем. Он считает, что нелегальная иммиграция забирает рабочие места и повышает преступность. В его речах 1950-е – это время, когда американская мечта была для настоящих американцев. Что сделал и что планирует Трамп в этой сфере? В первый срок он начал строить стену на границе с Мексикой. 460 миль построено, ввел запрет на въезд из ряда мусульманских стран 2017 и ужесточил депортации. В 2025 году он обещает самую масштабную депортацию в истории и завершение стены. В X он пишет: мы защитим наши города от мигрантов и вернем безопасность. Его сторонники верят, что это восстановит порядок и рабочие места для граждан США. Каковы риски такой деятельности Трампа? Массовые депортации, 750 тысяч в год по плану, которые привели уже к дефициту рабочей силы в сельском хозяйстве, строительстве и гостеприимстве, что по Brookings
Institution снизит рост ВВП на 0,5% в 2025 году и поднимет цены на товары на 9,1% к 2028. Это усугубляет инфляцию и замедляет экономику, особенно в трудоемких отраслях. Опросы Pew Research в апреле 2025 показывают, что 75% сторонников Трампа ностальгируют по Америке без иммигрантов. Но иммигранты вносят $2 триллиона в ВВП ежегодно. Критики называют политику ксенофобской, а запрет на въезд нарушением прав человека. Исторически 1950-е – это время жестких квот на иммиграцию, которые исключали неевропейцев. Для многих меньшинств МАГА звучит как призыв к белой Америке, хотя Трамп это отрицает, заявляя: «Я за всех американцев, всех цветов». Плюс по данным 2025 года депортации разрывают семьи и вызывают гуманитарный кризис, что подрывают репутацию США глобально. Как греческая аннексия Малой Азии вызвала хаос депортации 750 тысяч в год, уже привели к дефициту рабочей силы в сельском хозяйстве. Депортации не снизят аренду, американцы не увидят экономии. Гуманитарный кризис, разрыв семей, суды подрывают репутацию США. Цена – экономический спад, социальные конфликты и изоляция. Точно как у греков после Смирны. Лично я думаю, что контроль границ важен, но массовая депортация может разорвать семьи и экономику. Как вы считаете, где баланс между безопасностью и гуманностью? Пишите в комментариях. Третий аспект – военная мощь и внешняя политика, мир через силу. Я вижу, что Трамп мечтает о США как о единственной супердержаве, как после Второй мировой войны или краха СССР в 1991. Он часто хвалит Рональда Рейгана за мир через силу и хочет, чтобы Америка диктовала правила, а не следовала им. Что сделал и планирует Трамп в этой сфере? В 2017-2021 годах он увеличил бюджет Пентагона до более $700 миллиардов. Вышел из Парижского соглашения по климату и ТПП, чтобы поставить Америку на первое место. Он вел переговоры с Ким Чен Ыном и подписал соглашение Авраама, Израиль с ОАЭ и Бахрейном. В 2025 году он обещает Peace through Strength, сокращение помощи союзникам, например, Украине, и давление на Китай. В соцсетях он пишет: «Мы сделаем Америку такой сильной, что никто не посмеет нас тронуть». Каковы риски? Выход из Афганистана в 2021 подорвал доверие к США. Хаотичный вывод войск стоил 13 американских жизней. В 2025 изоляционизм Трампа, сокращение помощи НАТО и союзникам, усилил напряженность с Россией и Китаем, что по Чатман хаос подорвало глобальные альянсы и привело к росту нестабильности. Тарифы и Америка First спровоцировали торговые войны, которые по СЭПР снижают глобальный рост на 0,3% и повышают инфляцию. Критики сравнивают это с 1930-ми, когда изоляция привела к конфликтам. Опросы Pew в апреле 2025 считают, что 50% американцев считают политику Трампа ослабляющей позиции США в мире, а 78% что администрация должна соблюдать судебные решения по внешней политике. Плюс фокус на America First может подорвать глобальные альянсы, а экономические войны с Китаем рискуют эскалацией, включая кибератаки и цепочки поставок. Я считаю, что сильная армия – это круто, но изоляция может дорого обойтись. Как думаете, должна ли Америка быть
мировым полицейским? Или сосредоточиться на себе? Делитесь в комментариях. Четвертый момент – традиционные ценности и единство. Вера, семья, свобода. МАГА – это еще и призыв к традиционным ценностям. Трамп говорит о 1950-х как о времени, когда семья, вера и свобода слова были в центре, без политкорректности и культуры отмены. Он хочет вернуть Америку к единству, где нет радикального социализма или woke идеологии. Что сделал и что планирует Трамп в этой сфере? В первый срок он поддерживал право на оружие, вторая поправка. Назначил консервативных судей, что привело к отмене Роя против Вейд, аборты, 2022. Он боролся с DEI, diversity, равенство, инклюзия, называя это разделением. В 2025 он обещает защитить свободу слова от Big Tech и вернуть патриотизм в школы. В X он пишет: мы вернем любовь и единство для всех американцев. Вообще-то риски в этой сфере значительны. Опросы Вашингтон-Пост 2016-2025 показывают, что 86% американцев ценят экономику прошлого, но меньшинство видят в МАГА возврат к расизму. Джим Кроу до 1960-х. Борьба с DEI и woke уже привела к разделению общества. Были протесты в 2020-х, которые усилились. По данным П, в апреле 25-го 91% демократов и 65% республиканцев считают, что администрация должна соблюдать судебные решения по правам, но политика Трампа, антиабортные инициативы, ограничения на ЛГБТ подрывает единство и вызывает судебные иски. Это усиливает поляризацию, снижает доверие к институтам и может привести к социальным конфликтам, как в 2020-м. Плюс фокус на традиционных ценностях игнорирует прогресс в правах человека, что отпугивает союзников и инвесторов, снижая глобальное влияние США. Как мегалидея объединяла элиту, но травмировала народ, борьба с DEI усилила протесты, подорвав доверие к институтам. 91% демократов, 65% республиканцев, как я уже сказал, за соблюдение прав, но антиабортные и анти-ЛГБТ инициативы вызывают иски и конфликты, как в 2020-х. 77 миллионов проголосовали за безумие. Все заплатят, говорит в соцсети X Регинал Алавсо. Для меньшинств МАГА возврат к Джим Кроу. Цена – раскол общества, как у греков после поражения. Я думаю, что ценности важны, конечно важны, но нельзя игнорировать прогресс в правах человека. Как вы считаете, можно ли объединить Америку без возврата к старым конфликтам? Пишите в комментариях. Теперь, что касается энергетики и инфраструктуры, а также доминирования США в этой области. Я вижу, что Трамп хочет вернуть Америку к статусу нефтяного гиганта 50-х, 70-х годов прошлого века. Тогда США были крупнейшим производителем нефти, а бензина хватало всем. Он считает, что зеленые регуляции душат экономику. Что сделал и планирует сделать Трамп? В первый срок он отменил экологические регуляции Обамы, поддержал бурение, drill baby drill, и сделал США экспортером нефти. В 2025 он объявил чрезвычайное положение для ускорения добычи газа и нефти, обещая снизить цены на бензин. В соцсети он пишет: мы станем энергетической сверхдержавой. Отмена зеленых регуляций игнорирует климатические изменения. По Gallup 2023-2025. 70% американцев беспокоятся о климате, а Трамп
усилил добычу ископаемых, что привело к росту выбросов и уязвимости, а также к глобальным изменениям. Ураганы, засухи и тому подобное. Инфраструктура США отстает. Мосты, дороги хуже, чем в Китае, но фокус на нефти, а не модернизации, снижает конкурентоспособность. Что США становится второй бензоколонкой мира после России. По Oxford Economics тарифы и дефицит энергии к 2027-2028 годам замедлят рост на 0,6%, а зеленая энергетика создает больше рабочих мест, чем нефть. Плюс выход из Парижского соглашения изолировал США, подорвав лидерство в глобальной энергетике и повысив цены на импорт. Цена всего этого – это то, что инфраструктура США отстает, в частности от китайской. Рост замедлился на 0,6%. Американцы еле сводят концы с ценами на бензин и еду, пишет пользователь SHGFF 1961 в соцсети X. Цена – это экологический кризис и отставание от зеленой экономики, как Греция в свое время потеряла конкурентоспособность. Я считаю, что дешевая энергия – это здорово, но климат нельзя игнорировать. Как вы думаете, что важнее – нефть или экология? Делитесь в комментариях. Теперь к доллару и крипте. Риски глобального лидерства США. Об этом отдельно. И доллар и крипта – это ключ к величию, в кавычках, Америки. Но политика Трампа несет огромные риски. Трамп хочет сохранить доллар как резервную валюту. Его номинант в Минфин Скотт Бессент в январе 25-го заявил, доллар должен оставаться мировой резервной валютой, но его тарифы и изоляционизм уже подорвали это. По часам House и Atlantic Council 2025 год тарифы 10-60% на импорт укрепляют доллар, но вызывают глобальную нестабильность. Доллар упал на 8-10% с марта 2025 из-за страхов рецессии и долгов, дефицит 9% ВВП. Это снижает спрос на трезарис. Иностранные инвесторы продали 63 миллиарда долларов акций США, ускоряя дедолларизацию. БРИКС расширенная. Китай, Россия торгуют нефтью в юанях, а доллар потерял от 2 до 5% в резервах. IMF Кафер 2025 год. Риск потеря экзорбитант привилегь дешевых кредитов для дефицита, который приведет к росту ставок, инфляции и рецессии. Трамп хочет слабый доллар для экспорта, но его политика делает его слишком сильным, что вредно для глобальной торговли. Что касается крипты, Трамп сделал поворот. В 2025 подписал EO 14178 в январе для поддержки ответственного роста цифровых активов. Отменил Байден регуляции и создал Strategic Bitcoin Reverse в марте с BTC, ETH, XRP, SOL, ADA цены выросли на 10-13%. Genius Act июль 2025 регулирует stablecoins, а Clarity Act июльский 2025 отдает контроль CFTS, а не SEC. Это сделало США криптостолицей.
Рынок вырос до 4 триллионов долларов, но риски огромнейшие. По Reuters и AI Jazeera 2025 год дерегуляция, увольнение Генслер, отмена enforcement усилила мошенничество и волатильность. Падение цен в результате 10% в апреле. Семья Трампа, World Liberty Financial, доллар Трамп Coin заработала 57 миллионов долларов, вызывая конфликты интересов. Демократы говорят, Трамп обогащается за счет политики. Критики Americans for Financial Reform предупреждают, слабый надзор откроет дверь для отмывания. Китайские экспортеры фенталина используют крипту, а Reverse Reserve 1 миллион BTC спекулятивен, как цифровое золото, но с рисками потерь FTX коллапс. По Galaxy Research 2025 это ускорит дедоларизацию, если крипта заменит доллар в платежах. 80% стейблкоинс вне США. В итоге Трамп хочет энергетическое доминирование доллара и крипты. Но риски, потеря доверия, рецессия, глобальный хаос перевешивают. Великая Америка зависит от доллара как резервной валюты. Тарифы укрепили доллар, но он упал на 8-10% с марта 2025 из-за долгов. БРИКС торгуют в юанях, а иностранцы продали 63 миллиарда долларов акций США. Цена, дедоларизация, рост ставок, инфляции, рецессия. Пользователь Калейдоскоп XT в соцсети X пишет: мага-флаги ничего не стоят, но вы платите за глупость. Крипта EO 14178 и Bitcoin Reserve 1 миллион BTC биткоинов сделали США криптостолицей. Но дерегуляция усилила мошенничество. В результате крипта и политика Трампа по ней ускоряют дедоларизацию. Отмывание фентанил через крипту растет. Цена этого – волатильность и утрата доверия, как у греков, после потери влияния. Друзья, только что мы достаточно объемно, хотя и кратко, разобрали, что Трамп хочет вернуть. Экономику 1950-х, жесткие границы, военную мощь, традиционные ценности и энергетическую независимость. Но вот вопрос. Возможно ли это в 2025 году? Мир изменился. Китай и БРИКС наступают на пятки. Климатические вызовы никуда не делись. Америка стала разнообразнее. Для одних мага – это мечта о процветании, для других – ностальгия по несправедливому прошлому. Лозунг, использованный Рейганом в 1980-м для патриотизма, Клинтоном в 1992-м для модернизации, стал у Трампа символом национализма. Но риски огромны. Тарифы и депортации замедляют рост. Долг растет, доллар слабеет, а крипта добавляет волатильности и ведет к дедоларизации. Экономисты из Moody's предупреждают, тарифы и долг могут ударить по экономике США. Опросы показывают, что 75 сторонников Трампа верят в прошлое, но меньшинство видят в этом угрозу. Трамп обещает золотой век, но сможет ли он объединить нации? Я оставляю это на ваше обсуждение, что с долларом и криптой. Спасение или риск? Мы разобрали, что великая в мага означает не о колониях,
как греческая мегалиидея, а о ностальгии по прошлому. Но риски схожи. Американцы заплатят цену инфляцией плюс 9,1% к 2028, рецессией, рост ВВП 0,5-8%, расколом общества и ослаблением доллара. Депортации бьют по экономике, изоляционизм по альянсам, нефть по климату, а крипта по стабильности. Как греки потеряли Смирну, США рискуют лидерством. 75% сторонников МАГА верят в прошлое, но цена – долги, бедность и конфликты для всех. Напишите в комментариях, что для вас Великая Америка снова. Поддерживаете ли вы идеи Трампа или видите в них больше рисков, чем положительного? Видите ли вы параллели с греческой историей Мегали? Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик и до встречи. С вами был Валерий Табаков.